Привет, друзья! Стихия не знает границ. Землетрясения, штормы, наводнения – все это происходит прямо сейчас по всему миру. И то, что вы увидите сегодня, не кадры из фильма. Это реальность последних суток. Ну а мы начинаем. Сильное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в северном Афганистане сегодня в 0 часов 59 минут по местному времени. Эпицентр находился в 22 километрах к западу-юго-западу от города Кхульм и примерно в 45 километрах к юго-востоку от крупного города Мазари-Шариф. Глубина очага составила около 28 километров. По данным сейсмологического центра Узбекистана, в эпицентре сила толчков достигала 7 баллов. В результате землетрясения погибли по меньшей мере 13 человек и около 200 получили ранения. Десятки домов обрушились в провинциях Бальх и Саманган. Сообщается о повреждениях исторической «Голубой мечети» в Мазари-Шарифе. Подземные толчки ощутили жители Афганистана, а также соседних Таджикистана, Узбекистана и Пакистана. Вслед за основным толчком прошло как минимум 5 авторшоков, самый сильный – 5,2 балла. Афганские власти проводят оценку ущерба. В пострадавших районах работают команды спасателей. Это уже второе крупное землетрясение в регионе за последние месяцы. В августе 2025 года землетрясение магнитудой 6 унесло жизни более 800 человек, еще 2800 пострадало. В городе Эрмосилью на северо-западе Мексики произошел сильный взрыв с последующим пожаром в одном из магазинов сети Уолдо. Инцидент произошел в субботу днем, когда в магазине было много посетителей, в том числе семьи, покупающие товары к празднованию Дня мертвых. Погибли 23 человека, среди них есть дети. По данным генерального прокурора штата Сонора Густаво Саласа Чавеса, большинство смертей наступило в результате вдыхания токсичных газов, образовавшихся при пожаре. 12 человек были ранены, 6 из них остаются в больницах. Точная причина происшествия пока официально расследуется, но основная версия, озвученная прокуратурой штата, указывает на возможные проблемы в работе электрического трансформатора, которые могли привести к возгоранию и взрыву. Версия о намеренном нападении или теракте была исключена. На Новосибирск на днях обрушился сильный ураган. Порывы достигали такой силы, что валили деревья и конструкции. В поселке Коченево Новосибирской области ураганный ветер сорвал часть крыши с дома. Железные листы и доски рухнули прямо на припаркованные рядом автомобили, которые получили механические повреждения кузова и стекол. В Плющихинском жилмассиве ветер сорвал балконное остекление, и оно рухнуло вниз. К счастью, в этот момент никого рядом не оказалось, обошлось без пострадавших. В Первомайском районе произошло массовое отключение электричества. Без света остались микрорайоны КСМ, Южный Копай и часть Весеннего. Не обошлось без серьезных происшествий и в других частях города. В Академгородке огромная сосна рухнула на проспект Строителей и перекрыла дорогу, заблокировав проезд для скорой помощи. Машина, пытавшаяся объехать препятствие, задела 2 опоры линии электропередачи. В Ленинском районе ель упала на пожилую пару, в результате чего мужчина и женщина получили травмы и были госпитализированы. В воскресенье по региону Восточная Ява в Индонезии прошла серия торнадо. Стихия затронула несколько населенных пунктов недалеко от города Дау под Малангом. Сопровождаемый сильными дождями и ветрами до 100 км в час, вихрь вызвал значительные разрушения. Сорваны крыши с десятков домов, повалены деревья и столбы электропередач, повреждена инфраструктура. Разрушения затронули около 50-70 домов. В Сумбер-Сикаре полностью уничтожены крыши у 30 строений, повреждена школа и мечеть. В соседних деревнях повалены электроопоры, в результате чего 2000 домов остались без света. Фермеры сообщают о потерях посевов риса и кофе на площади 50 гектаров. По данным Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, всего в регионе прошло около 3-4 вихрей. Аналогичные повреждения зафиксированы в Бату и Пасуруане. Метеорологи связывают серию торнадо с переходным сезоном муссонов, усугубленным климатическими изменениями.
Сильный шторм в субботу обрушился на департамент Сан-Педро в Парагвае. Непогода сопровождалась сильным ветром, проливным дождем и крупным градом, который, по сообщениям очевидцев, достигал размера яйца. От стихии больше всего пострадали южные районы, в том числе муниципалитеты Сан-Эстиниславу, Унион, 25 де Дисьембре и Капиибары. Ураганный ветер валил деревья и обрывал линии электропередач. Град и ветер повредили крыши жилых домов и других строений. Серьезный урон нанесен сельскохозяйственным угодьям и домашнему скоту. Интенсивность града и ветра в этот раз оказалась особенно разрушительной. Местные власти объявили чрезвычайную ситуацию и направили в пострадавшие районы аварийные службы. Устранение последствий шторма продолжается, восстанавливается подача электроэнергии, оказывается помощь пострадавшим. Друзья, если вы хотите быть в курсе самых важных событий и не пропускать наши выпуски, подпишитесь на канал. Так вы точно не пропустите ничего важного. Пострадала от шторма и Бразилия. Основной удар стихии пришелся на западную часть штата Парана. Наибольшие разрушения зафиксированы в муниципалитетах Маришал Кандидо Рондон, Куатро Понтес и Энтре Риос до Эсте. Шторм, сопровождавшийся ветром скоростью до 70 км в час, повредил крыши домов и хозяйственные постройки. Зафиксированы многочисленные обрывы линий электропередач и массовые отключения электричества. По сообщению местных жителей, размер градин достигал 5-8 сантиметров. Стихия нанесла также значительный ущерб сельскохозяйственным угодьям, особенно посевам сои, что вызывает серьезные опасения у аграриев региона. Прогнозы погоды на ноябрь 2025 года предполагают увеличение количества осадков в штате, что может повлиять на ход посевной кампании. Местные власти и аварийные службы занимаются устранением последствий разгула стихии и восстановлением инфраструктуры. В Китае полностью введена в эксплуатацию гидроаккумулирующая электростанция с самой высокой в мире плотиной для объектов такого типа. Плотина верхнего водохранилища достигает рекордной высоты в 182,3 метра. Станция, расположенная в городе Цзюрун в восточной провинции Цзяньсю, является ключевым элементом национальной стратегии по интеграции возобновляемых источников энергии в энергосистему страны. Верхнее водохранилище способно вместить более 17 миллионов кубических метров воды. Общая установленная мощность ГАЭС составляет 1,35 гигаватта. Станция играет роль гигантской зеленой батареи. Она использует избыточную электроэнергию от ветряных и солнечных электростанций в непиковые часы для закачивания воды в верхний резервуар, а затем, когда спрос на электричество возрастает, сбрасывает воду для выработки энергии. Это помогает стабилизировать энергосистему и повысить эффективность использования возобновляемых источников. Ожидается, что работа гидроаккумулирующей электростанции позволит ежегодно сокращать потребление угля на 140 тысяч тонн и выбросы углекислого газа на 349 тысяч тонн. В Армении, в Тавушской области, недалеко от монастырского комплекса Агарцин, вчера перевернулся автобус, в результате чего пострадали 18 человек. Все они были доставлены в областной медицинский центр Дилижана. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, он находится в хирургическом отделении. Остальные 17 человек находятся в состоянии средней степени тяжести и проходят необходимые обследования и получают медицинскую помощь. Всего в автобусе в момент ДТП находились около 50 человек. По некоторым данным, пассажирами были учителя, направлявшиеся на экскурсию к монастырю Агарцин. Обстоятельства и точная причина ДТП устанавливаются правоохранительными органами. Астрономы зафиксировали яркую вспышку на поверхности Луны, вызванную падением метеороида. Событие произошло в ночь на 30 октября. Вспышка была зафиксирована на ночной стороне первой четверти Луны. Предполагаемое место падения метеороида к востоку от кратера Гассенди. Поскольку у Луны нет атмосферы, метеоры не сгорают в ней, как это происходит на Земле. Вместо этого они с силой ударяются о поверхность, вызывая яркие вспышки в момент образования нового кратера.
Предполагается, что метеороид мог быть частью потока южных или северных таурид, активность которых достигла пика в этот период. Кемеровскую область накрыл сильный шторм, порывы ветра достигали 26 метров в секунду. В результате непогоды в городе Анжеро-Судженск произошло частичное обрушение кровли на здании школы номер 12 над помещением школьной столовой. Площадь повреждения составила около 120 квадратных метров. Из-за сильного ветра листы падали с крыши прямо на автомобиль. Кроме того, в 52 населенных пунктах из-за штормового ветра пропало электроснабжение. Сейчас ведутся восстановительные работы в большинстве поселков. Электроснабжение уже восстановлено. На самом активном вулкане Индонезии Мерапе в воскресенье был зафиксирован сход 2 пирокластических потоков. По данным Центра вулканологии и снижения геологических рисков Индонезии, первый пирокластический поток прошел расстояние около 1500 метров в юго-западном направлении, второй поток сошел на расстояние около 1500 метров в этом же направлении. В настоящее время для вулкана Мерапе установлен второй уровень опасности из 4 возможных. Зона отчуждения установлена в радиусе 3-5 километров от вершины. Власти продолжают призывать жителей близлежащих районов соблюдать осторожность, особенно тем, кто проживает вдоль рек, берущих начало на склонах вулкана, из-за риска схода лахаров в сезон дождей и потоков лавы или горячих облаков в случае более сильного извержения. В воскресенье в провинции Бараона на юго-западе Доминиканской республики произошло сильное наводнение. Основной причиной стали ливни, связанные с активной погодной системой и остатками тропического урагана Мелисса. Хлынувшие потоки воды затопили улицы, повредили дома, значительный ущерб нанесен сельскохозяйственным угодьям, пострадали плантации бананов и кофе. В окрестностях повалены деревья, зафиксированы обрывы линий электропередач. Некоторые сообщества в горной местности муниципалитета Параисо оказались отрезанными из-за вышедших из берегов рек. Центр по чрезвычайным операциям предупреждает о риске внезапных наводнений и оползней из-за высокой насыщенности почвы водой. Жителей пострадавших районов рекомендовано соблюдать максимальную осторожность и не покидать свои дома без крайней необходимости. На Гавайях вулкан Килауэа снова проявляет повышенную активность. На выходных в кратере Хале-Мау-Мау были замечены первые переливы лавы из северного жерла. Как в южном, так и в северном жерлах наблюдается активное фонтанирование, что свидетельствует о высоком уровне магматической активности под поверхностью. По оценкам экспертов Гавайской вулканической обсерватории, текущая активность является предвестником нового эпизода извержения. Специалисты прогнозируют, что эпизод 36 начнется в ближайшее время. Китайская компания Heyman Tech представила инновационную человекообразную кисть для роботов. Анонсированная разработка открывает новые горизонты для применения гуманоидных роботов в сложных условиях. Основной особенностью новой кисти является ее высокий класс защиты, который гарантирует полную пыленепроницаемость и возможность длительного погружения в воду. Это делает ее революционной для подводной робототехники. Ряд экспертов в области робототехники предполагают, что благодаря своей функциональности и защищенности кисть от Heyman Tech имеет все шансы стать новым стандартом для гуманоидных роботов до конца 2020-х годов. Эта разработка может ускорить интеграцию роботов в отрасли, требующие работы в агрессивных средах. На вулкане Канлаон, расположенном на острове Негрос на Филиппинах, вчера произошло извержение. В результате в небо поднялся столб пепла и газа на высоту 400 метров над кратером. Шлейф протянулся в юго-западном направлении. Для вулкана Канлаон в настоящее время действует второй уровень опасности. Это означает наличие умеренной активности и вероятности дальнейших извержений. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии призывает местных жителей и туристов придерживаться 4-километровой постоянной опасной зоны вокруг кратера вулкана из-за угрозы внезапных взрывов и выбросов пепла.
Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.